Дорогие друзья, всем привет! Рад встрече с вами на моем канале Food Court. Все кухни мира на одном столе. И сегодня для вас вот такое вот прекрасное, замечательное блюдо еврейской кухни — фаршированная курица. Это блюдо имеет название в еврейской кухне, как ее называют в Одессе, куриная шейка. История этого блюда уходит далеко в прошлое, когда в бедных еврейских семьях готовили курицу, собирали куриный жирок, а потом отдельно фаршировали этим куриным жирком с потрохами и манкой куриную шейку. Так когда-то готовила моя бабушка. Но сегодня я вам представлю вот такой вот шикарный вариант приготовления куриной шейки. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете все секреты приготовления куриной шейки. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Я начинаю готовить. Итак, друзья, для приготовления фаршированной куриной шейки мне потребуется вот такая курочка. Где-то примерно 1300 грамм, кило 300, такой взрослый цыпленок. Да, с этой курочки я сниму шкурку, мясо я потом использую. Можно будет приготовить там сациви, чахохбили, а шкурку мы будем фаршировать. Для начинки нам потребуется здесь на 250 грамм куриных потрошков. Это сердечки, печеночка, да, мелко порежем и обжарим. И здесь у меня 6 яиц. 2 луковицы, где-то 250 грамм, 120, наверное, грамм здесь у меня сливочного масла, 250 миллилитров куриного бульона. И для загустителя я буду использовать манку. Это манка, здесь 8 столовых ложек, 90 грамм. Ну и соль, перец у нас по вкусу. Вот таким образом мы сейчас все собрали и будем готовить начинку. И подготовим куриную шкурку для начинки. Прежде всего я начну с того, что сниму шкурку с тушки этого крупного цыпленка. Вот в таком ускоренном режиме, посмотрите, это тот еще квест и танец с бубном, но тем не менее при определенных усилиях и сноровке это можно сделать за 10-15 минут. Я беру вот такую обычную иглу, нитку, и сейчас я аккуратненько зашью вот те места, которые у меня остались после того, как я снял скальп с этой курочки. Ну, портной я еще тот. Вот это вот я закончил зашивать уже верхнюю часть, там, где была шейка, оставил небольшое отверстие для того, чтобы потом, используя вороночку, наполнить эту оболочку куриную фаршем. Теперь необходимо подготовить начинку. Лук я порезал максимально мелко.
Теперь я беру сырые куриные потрошка, сердечки. Я их чищу, там убираю лишние жилки, кусочки жира. И вот так вот мелко-мелко я их порубил. Теперь все необходимо обжарить. На разогретую сковородку я бросаю 100 грамм сливочного масла. Обжариваю лучок до золотистого цвета. Лук я обжариваю в течение, наверное, 10-15 минут на маленьком огне. Мне необходимо его не обжарить, а протушить в сливочном масле, чтобы лук получил такую кремовую консистенцию. Затем я добавляю потроха куриные. И также начинаю тушить вместе с луком еще минут 10-15. Вот такая в результате у меня получается слегка обжаренная протушенная основа. Вот посмотрите, что получилось в результате этой обжарки. Затем небольшими порциями я вношу манку. Не сразу все, а по частям. Манку я вношу за 4-5 приемов, тщательно размешиваю, чтобы она хорошо разошлась вместе с луком и мясом. Далее я добавляю 2 чайных ложки соли. И пол чайной ложки черного молотого перца. И все это тщательно перемешиваю. Теперь я взбиваю яйца. Куриных яиц 6 штук. И таким же образом я по одному яйцу вбиваю и перемешиваю. И вот такой фарш у меня получается. Он становится более жидкий, такой вязкий, манка начинает расходиться. И в конце я вливаю 250 мл куриного бульона. Если у вас нет куриного бульона под рукой, заранее приготовленного, можете влить воду. 200-250 мл на этот объем будет достаточно. Теперь я беру натуральную куриную оболочку, вот тот самый скальп, который я снял курицы. Вставляю обычную воронку и заполняю эту оболочку фаршем. И в завершение зашиваю вот то место, оставшееся от воронки, уже плотно до самого конца. Вот в принципе и все, друзья, этап фаршировки закончен. Теперь переходим к тепловой обработке. Здесь я взял большую кастрюлю, литров, наверное, 5 воды, добавил 3 столовых ложки соли, довел температуру до 90 градусов и теперь опускаю туда уже наполненную фаршем курицу. Так аккуратно, чтобы не разорвать. Температура упала. Буквально за первые 5 минут немножко выделился белок яичный. Начинает курица разбухать. Я контролирую температуру обычным бытовым термометром. И теперь на температуре где-то 80-85 градусов мне необходимо проварить ее 1,5 часа до полной готовности. Вот посмотрите, как выглядит фаршированная курица после тепловой обработки в воде. Фарш стал плотным, упругим, но и курочка приобрела свою форму. Ну и теперь финальный завершающий этап. В духовке температура 180 градусов, буквально на 10 минут до образования румяной корочки. И собственно все, куриная шейка, фаршированная курица будет готова. Ну вот в принципе и все. Фаршированная курочка готова, и можно приступить к дегустации. Смотрите, какая получилась красота.
Вот такая получилась у нас красота. На вкус она нежная, мягкая, ароматная. Подавать ее можно прямо в таком горячем виде, но еще вкуснее она, когда она будет остывшая на следующий день. На этом все. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал. До новых встреч, дорогие друзья!